Мы? В Тулу. Ну, будущий ДОДС. Следующий выборы CTO. Если остановим CTO, но мы сразу же, конечно, подключим дополненную реальность. Сразу у нас будет машин-ленинг. Мы едем куда-то в глушь, под Тульскую область, чтобы отдыхать от компьютеров. В Тулу? Я, честно, думала, что мы едем под Тольятти, но окей. Мы каждый день пырим в мониторы, мы больше не хотим пырить в мониторы. Мы хотим отдыхать на природе. Я тоже буду тусить и веселиться, не считая сегодняшнего дня. Сегодня обычный рабочий день, доделаю там задачки, которые есть, а выходные проведу не менее весело, чем ребята. Я ничего не помню, что случилось, кроме съезда. А еще я разгребаю всю почту, которая ко мне пришла во время подготовки к съезду. Я в восторге. Я не ожидала увидеть такое огромное количество людей. И на самом деле я прочувствовала на себе, насколько мы великие и прекрасные, как нас много и как много хорошего мы делаем. Очень жалко их выкидывать. Поэтому это декорация, которая будет теперь сопровождать нас повсюду. Мы теперь с этими коробками будем ходить на все встречи. Мы выпустили в соцсети наш клип, который называется «Затоматим». И знаете, сколько он собрал просмотров? Более 500 000 за 2 дня. Актер умер во мне. И, кстати, если считаете, что нам нужно продолжение, ставьте лайк. И репост, если Андрей Петелин красавчик. Начнем нашу встречу с представления новых сотрудников. Первый сотрудник – это Илья Голдин, он будет заниматься проектированием ресторанов. И второй сотрудник – это Мария Тихонова, это наш новый бухгалтер. Трифонова, прости, Мария. Мария – наш новый бухгалтер. Вот. И я начну свое выступление. Меня зовут Илья Дружинин, я отвечаю в нашей компании за поставки. И моя миссия, чтобы в каждом ресторане все всегда было. И сегодня я расскажу, как наш отдел готовился к федеральной рекламной кампании и как мы ее прошли. Но начать свое выступление я хочу с вопроса в зал. Кто знает, чего боится любой закупщик? Больше всего. Да, все правильно подсказывает Наташа. Самый страшный сон любого закупщика – это out of stock. Внутри команды мы называем его проще обнуление. Это, мне кажется, в момент проведения федеральной рекламной кампании out of stock – это вообще просто кошмар какой-то. Можно представить себе то, что мы потратили 100 миллионов рублей на рекламу, партнеры наши поддержали нас локальными активностями, и тут ключевой ингредиент, который мы дарим в пицце пепперони, он просто-напросто заканчивается. То есть негатив клиентов, который посыпется в колл-центр и через разные каналы, его сложно даже мне, по крайней мере, представить. Вот. И самое первое, что приходит в голову для того, чтобы избежать out of stock, это увеличить запасы. Но просто так запасы увеличивать нельзя, потому что велик риск сильно перетариться. Перетарка, это наш внутренний инструмент, он несет также большие минусы, например, такие как, мы замораживаем большое количество денег, да, то есть для того, чтобы сформировать сток нашего сыра на месяц, нам нужно где-то найти 84 миллиона и просто-напросто заморозить их. Также оверсток грозит тем, что мы используем неправильно места хранения, то есть нам бы где-то что-то хранить, а там нету, потому что там лежит запас. И третье, мы в случае оверстока сильно рискуем сроками годности, то есть, во-первых, мы их снижаем, а во-вторых, мы рискуем вообще прийти к списаниям. И основная задача, собственно, отдела закупок, это баланс. Мы постоянно балансируем между обнулением и оверстоком. Но тут нам помогает несколько инструментов. Первый инструмент – это категоризация. То есть нельзя просто так взять и увеличить запасы к федеральной рекламной кампании по всем товарам. То есть мы взяли всю нашу товарную матрицу и разбили ее на 3 простых категории – А, Б и С. Товары категории А – это товары, без которых ресторан вообще не может существовать. То есть если мы уберем из ресторана сыр, коробки, пицца-соус или мясные топпинги, то мы сильно потеряем в продажах. Вторая категория товаров – это товары категории Б. Это без этих товаров ресторан продолжает работать, но при этом всем теряет продажи по каким-то категориям продуктов. Это, например, закуски, десерты или продукты для монопиц. Вот если у нас закончится blue cheese, то мы потеряем продажи только 4 сыров, а не какой-то категории пиц. И товары категории С – это товары, которые легко заменить на локальном рынке. Если выйти из ресторана, можно всегда в любом магазине рядышком
купить соль, сахар, там, не знаю, пакеты и перчатки. Поэтому мы приняли решение, что мы увеличиваем стоки, но увеличиваем стоки по товарам категории А. Для этого мы вышли на переговоры к нашим производителям товаров категории А и договорились с ними увеличить страховые запасы под нас. Это достаточно сложно, потому что производители неохотно идут на такое решение, потому что они рискуют потерять, скажем так, товар, потому что если мы не попали в прогнозы, то весь товар, который появился у них, он будет списан. Но нам удалось их убедить, принять на себя эти риски, и при этом всем наши производители не подняли нам цены. Второе, что мы сделали в процессе, в подготовке к рекламной федеральной кампании, мы пришли к нашему логисту и договорились на стороне еще и логиста увеличить запасы, но не просто так. Я не хотел вводить это понятие, такое как нормирование запасов, потому что оно достаточно тяжело, но здесь без него по-другому никак. Мы провели нормирование запасов с логистом. Что это значит? Это значит, что для каждого товара мы рассчитали два уникальных параметра. Это частота его поставки и скорость его расходования. И два эти параметра мы применили к каждому нашему региональному центру. То есть мы точно знали для каждого товара в каждом региональном центре, какой страховой запас должен лежать. И таким образом у нас не получилось сильных потерь. И какой получился результат? В преддверии федеральной рекламной кампании мы и наши производители просто были как хомяки, набиты товаром. Это то, к чему мы осознанно пошли, то есть мы осознанно пошли на пересток. Как я говорил, это решение неэффективное, но в случае федеральной рекламной кампании у нас не было другого выбора, потому что обратная сторона медали была гораздо хуже. И знаете, что произошло в процессе федеральной рекламной кампании? Нет, ничего не произошло. Федеральная рекламная кампания на самом деле прошла абсолютно ровно, спокойно, не было никаких обнулений, все товары всегда были, все отгружалось, при этом всем, наверное, один человек на съезде подошел и сказал: Илья, спасибо вам, что рекламная кампания прошла вообще без каких-либо сбоев. Спасибо Алексею, что он следил за нами и таким образом поблагодарил. На этом у меня все. Спасибо за внимание, и я передаю слово Айрату. Спасибо. Друзья, всем привет. Меня зовут Айрат Хисамов. Я занимаюсь развитием системы контроля качества. Сегодня я расскажу о том, как искусственный интеллект пробует на вкус наше тесто. У нас есть такая система Controlling Quiz. Она нам помогает работать с данными, с отчетами, коммуницировать с нашими тайными покупателями для построения рейтинга. Смотря на эту систему целиком, я понимаю, что у нас уже автоматизирована часть работы с коммуникацией тайных покупателей, автоматизирована часть работы для построения самого рейтинга, но вот во всей этой системе есть одно узкое место такое, это оценка самой пиццы. То есть здесь мы полностью доверяемся людям, то есть здесь нет никакой автоматизации, здесь всегда присутствует субъективное мнение человека. И мы бы, возможно, могли оценивать больше пицц, но у нас нету на это ресурсов. И вот на съезде партнеров объявили в этом году, что одним из ключевых проектов будет открытый контроль качества, и стало понятно, что количество данных, которые нам будут поступать в систему, со временем всегда будет расти, и нам нужно будет что-то придумывать. Пока мы строили, соответственно, вот эту вот систему, за 2 года примерно нам пришло 3 обращения от разных компаний, что давайте попробуем с вами сделать что-нибудь с нейросеткой, которая будет помогать вам оценивать качество пиццы. Мы сказали: окей, 2 из этих обращений были провальными, мы ни к чему не пришли, собирали данные, но в целом никуда ничего не двинулось. И вот последний результат с компанией DeepBrain нам удалось создать какой-то продукт, который мы сейчас пытаемся внедрить в наши бизнес-процессы. Для того, чтобы понять, что такое нейросеть, я немного объясню вам. Для обучения нейросетки нужно примерно 1000 примеров того, что хорошо, например, и того, что плохо, чтобы нейросеть поняла, как оценивать, соответственно.
И нам нужно было выбрать критерий, который мы будем оценивать. Выбор быстро пал на качество теста, потому что оно у нас чаще всего выстреливает. То есть в 19% из 100 качество теста оставляет у нас желать лучшего. Так примерно выглядит отчет от тайных покупателей. Он нам приходит такой неструктурированный, соответственно, мы собрали 6600 отчетов, 1200 из них было с нарушением теста, и компании DeepBrain пришлось найти вот как раз-таки одну фотографию из этих 10 в каждом 6600 отчетов, чтобы обучить нейросеть. То есть только на этой фотографии мы можем определить, насколько у нас качественное тесто. Бот это видит примерно таким образом, вернее нейросеть, что смотрит на саму пиццу, как видно здесь коробку он не отделяет какими-то белыми значениями, он смотрит только на тесто. То есть для него что-то коричневое, вот такой вот белый цвет превращается. Он может определять не только, соответственно, 2 перевернутых кусочка пиццы, как мы в принципе требуем сейчас от наших тайных покупателей, но и просто обычную пиццу. Это как раз пицца была сфоткана в нашей лаборатории. Все это было реализовано в Telegram-боте. Это выглядит таким образом, что мы просто отправляем ему фото. Бот, соответственно, нейросеть обрабатывает эту фотку и выдает нам какой-то результат. Стоит отметить, что бот очень такой, капризный. Я ни разу еще не видел, чтобы он поставил какому-то тесту 10 из 10. Вот. Есть, все круто как бы, да, там сделали бота, все работает, используем его там с коллегами в спорных моментах, когда не знаем, что поставить по тесту. Но, он иногда ошибается, как бы, понятное дело, что это машина, и она пока не самая умная. Вот. И такие моменты, когда она ошибается, мы стали замечать. Соответственно, нам надо было понять, насколько часто это происходит. И для этого мы собрали новые отчеты, которые были оценены нами. Это примерно 5400 отчетов. И, соответственно, они были оценены при помощи метрики ROC-AUG. Что это означает? Это означает, что 83% из 100 нейросеть согласна с человеком. А в 17% получается человек, и нейросеть расходятся во мнении. Эти 17%, как мы посмотрели, вот первая картинка с левой стороны означает, что человек там ничего не нашел. То есть человек сказал, что это хорошее тесто. По факту это ошибка, там плохое тесто. Вот. Справа не самое идеальное тесто, но в целом как бы оно бы прошло как без нарушения. Соответственно, бот вот на этой фотографии отметил, что здесь плохое тесто. Но тут тоже на самом деле немного спорный момент. Но в целом есть ошибки со стороны человека и есть ошибки со стороны бота. Вот. Все это на самом деле только начало. 83% это не самый лучший результат. И, соответственно, нейросеть прекрасна тем, что ее можно в дальнейшем обучать и докручивать этот параметр. То есть для пиццы, наверное, это нормальный результат для оценки. Но вот если бы это было где-нибудь в медицинской сфере нейросеть, да, и 83%, это было бы плохим результатом. Потому что 17% там показания были бы, кому-то, возможно, смертельными. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, пишите мне на почту, я рад буду с вами пообщаться. Спасибо. Передаю слово Илье. Ребят, спасибо всем ребятам из команды IT за съезд. Это было очень круто, я вас всех очень сильно люблю. Так, поехали. Меня зовут Литовальцев Илья. Я являюсь менеджером отдела технической поддержки DoDS. И моя основная задача – это сделать так, чтобы наши партнеры могли обратиться в любое время в нашу службу и получить своевременный, грамотный, квалифицированный ответ. И структура нашей команды выглядит следующим образом. Первая линия технической поддержки – это ребята, которые занимаются первичной обработкой всех входящих письменных и обращений и звонков. Соответственно, они должны в каждое обращение погрузиться, попытаться его решить, дать какую-то рекомендацию нашему партнеру. И если это обращение не решается, это обращение идет далее на вторую линию технической поддержки. Вторая линия – это наши аналитики,
Каждый аналитик отвечает за определенную область нашей информационной системы, поэтому у него более глубокие, более обширные знания по конкретному вопросу. И, соответственно, больше шансов, что он решит это сложное обращение, и после этого он должен будет эти знания передать на первую линию, чтобы в дальнейшем к нему эти обращения не приходили. Ну и если у него не получается решить это обращение, или он обнаруживает, что это какая-то системная ошибка, либо системный недочет, далее это обращение идет на третью линию, то есть к нашим разработчикам на доработку, на исправление. Ну и расскажу, что у нас произошло, в принципе, за последний год или полгода. В январе 2017 года был я один, то есть я был one-man band, один человек, отвечающий и за первую линию, и за дальнейшее развитие. И более или менее я справлялся с этой работой, ко мне приходило 520 письменных обращений, и среднее время первого отклика, то есть тогда, когда партнер получал ответ на его обращение, составляло 13 часов и 40 минут. Но уже через полгода, то есть июль 2017 года, у нас начались проблемы с трекингом, как многие помнят, и количество входящих обращений начало увеличиваться потихонечку. Ну, также это еще сказывается рост нашей сети. 790 обращений я получал в месяц, и среднее время отклика, к сожалению, начало увеличиваться. Это было почти 19 часов, среднее время первого ответа. Но у нас появились наши крутые продукты в виде нового глобального сайта, в виде нового мобильного приложения. И все стало очень плохо, и в итоге мы начали получать 1000 письменных обращений, и среднее время первого отклика достигло прям рекордно низкой оценки, это почти 38 часов за первый ответ. И обращение у нас большая часть обрабатывалась только через больше, чем через первые 24 часа. И это вызвало просто волну негатива. Это не все обращения, которые попадали в Dodo Business. Вот. И, ребят, если вы увидели себя здесь, приношу свои извинения, мы будем стараться. Ну и в итоге, что мы решили? Мы решили, что нам нужна уже полноценная первая линия технической поддержки, потому что я один фактически не справлялся с поставленной задачей. И что мы сделали? Мы ее создали. Мы создали первую линию технической поддержки. И как мы это сделали? Мы объединились с контакт-центром нашим, потому что там ребята уже знают, как работать с нашими партнерами, частично знают нашу информационную систему, но нам нужны были специалисты, которые более или менее технически подкованы. И, соответственно, мы их нашли. Как мы их готовили? Спасибо Галие Давлетовой, которая меня наняла на эту работу, и через чьи руки я получил вот самые вводные данные о нашей работе. И получается, как мы готовили специалистов? Это был вводный курс, вводный урок. То есть специалист первой линии получил задание на настройку пиццерии на тестовом окружении. То есть он сделал тот же самый путь, что и делает партнер при открытии пиццерии. То есть он получает просто болванку в DDIS, начинает ее настраивать. И это, кстати, самый мощный инструмент для первичного погружения, потому что специалист делает абсолютно все для того, чтобы пиццерия начала работать. Если он что-то не сделал, получается, пиццерия не работает. Далее была групповая работа. Я вместе с ребятами садился и обрабатывал все входящие обращения, давал все типовые ответы, чтобы я свои знания передал в эту команду. Ну и дальше пошла уже парная работа вместе с аналитиками над какими-то конкретными обращениями, над какими-то конкретными кейсами. Но это позволило нам уже создать первую линию, которая без моей помощи начала обрабатывать входящие звонки и обращения письменные. И это первый состав нашей команды. Леша Армаш, Андрей Михайлов и Стас Стариков стали первыми ребятами, перволинейцами, как я их называю, которые начали работать уже в феврале этого года. И что дальше? Нам нужно было увеличить время покрытия, потому что очень много пиццерий работает практически круглосуточно, либо закрывается примерно в 12 часов по Москве, либо в час. И для того, чтобы
покрыть как можно больше времени рабочего, мы усилили нашу команду до 7 специалистов первой линии. И вместе с Иваном Киселевым мы сейчас работаем над улучшением нашего сервиса, над усилением нашей команды и над улучшением взаимодействия между другими аналитиками. Так выглядит наша команда сейчас. Ну и по итогу. Раньше работал я один, 5 дней в неделю с 2 выходными с 9 до 6 часов вечера по Москве. Сейчас мы начали работать с 8 утра до 24 часов по Москве, 7 дней в неделю. То есть мы покрываем 16 часов каждый день. Но, так сказать, у нас было не все так безоблачно. У нас был один кейс негативный. Когда мы объединились с контакт-центром, мы попробовали перейти на их систему, которая называется Pyrus. Все с ней знакомы, потому что весь контакт-центр работает именно в ней. Эту историю я бы назвал не «Хоббит. Дорога туда и обратно», а «Саппорт. Дорога туда и обратно». Раньше мы работали в системе Zendesk до февраля месяца, потом мы переехали в Pyrus. Но, к сожалению, эта система не позволила нам улучшить нашу эффективность, потому что она не адаптирована для работы саппорта с обращениями партнеров, из-за чего наши аналитики, наши перволинейцы часто допускали ошибки при ответе на обращение, из-за чего скорость закрытия, скорость обработки этих обращений увеличивалась гораздо много. Поэтому очень долго мы думали, что же все-таки сделать. Мы решили вернуться обратно в Zendesk. И как вот он, мимас, нельзя так просто не попробовать чего-то нового. Ну и в итоге мы думали, что станем более эффективными, и мы никогда так не ошибались. В итоге все нововведения и все ошибки, которые мы преодолели на нашем пути, позволили нам за 1 год увеличить количество обрабатываемых обращений на первой линии до 61%. Стремимся к тому, чтобы именно этот показатель увеличивался. То есть мы стараемся перенять больше знаний у аналитиков и растворить их в команде первой линии. Ну и в итоге за последние полгода мы получаем уже больше обращений. Это данные не за полный июль месяц, но при этом среднее время первого отклика уменьшилось до почти 12 часов, и 56% тикетов получают ответ в первый час. Я считаю, это победа, но мы не будем останавливаться, можно немножко. Спасибо. Вот. И что дальше? Наши глобальные цели на ближайший год, может быть, даже 1,5. Во-первых, мы должны вернуть доверие наших партнеров, потому что раньше, год назад, когда я первый раз выступал по поводу технической поддержки, я просил не писать в группу Dodo Business, потому что это не очень эффективно. Но сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что это было небольшой глупостью, потому что было все не очень прозрачно, было все не очень эффективно, не очень быстро, поэтому партнеры все равно туда писали. Мы добьемся того, чтобы партнеры обращались к нам только по почте, либо по телефонному звонку. Поэтому мы возвращаем доверие наших партнеров за счет чего? Во-первых, вернувшись в Zendesk, у каждого партнера, который пишет к нам с гугловской почты, и есть личный кабинет, где он видит все свои входящие обращения, их статус, скорость обработки, и ему будет проще администрировать свои же обращения и, если что, увидеть, когда оно было закрыто и по какой причине. Далее мы внедрили приоритизацию наших обращений, то есть каждому обращению назначается приоритет от низкого до самого экстренного. И в недалеком будущем, даже в ближайшее время, мы опубликуем статью в базе знаний, где описывается вся эта приоритизация, вся эта схема, чтобы партнерам было более понятно, почему его обращение решается не за час, как он хочет, а, допустим, за большее время. Ну и вторая глобальная цель – это создать эффективную схему масштабирования технической поддержки не только по России, но и в других странах, потому что Россия не сможет эффективно отвечать абсолютно за другие часовые пояса. Поэтому для того, чтобы мы стали наиболее эффективными и понимали, что мы двигаемся в правильном направлении, нам понадобится и помощь партнеров. Для этого я вас прошу
давать нам больше обратной связи. После каждого закрытого письменного обращения вам будет приходить на почту просьба оценить ответ и нашу работу по конкретному обращению в простой форме. Хорошо, мне понравилось, плохо, мне не понравилось. Если вы еще допишите какой-нибудь определенный комментарий, будет очень хорошо. Ну и в принципе на этом все. Всем хорошей рабочей недели. До свидания.